Всем привет, вы на канале Суперкит. Давно не заказывал дорогих предметов с AliExpress, но слишком хороши отзывы, а также заявленные характеристики у зарядной станции SJY D040. Привлекательная цена, особенно если вовремя использовать дополнительный купон. В общем, не смог пройти мимо и купил. Особенно хорошо она смотрится в контексте высоких цен в местных магазинах, которые в этом году не спешат снижать цены, несмотря на падение спроса на зарядные станции. Устройство весит 12 кг, размеры 320 на 225 на 210 мм, аккумулятор литий железофосфатный с заявленным ресурсом 6000 циклов, после которых остаточная емкость будет не ниже 80% от первоначальной. Верить или нет, что именно 6000 циклов – дело личное. Можно заявить и 10 тысяч циклов, так как проверить это невозможно. Индикация уровня заряда отображается посредством 4 светодиодов. Это, конечно, не так удобно, как проценты на экране, но, поверьте, очень быстро можно сориентироваться и неплохо понимать, что там по оставшейся емкости. Переменное и постоянное напряжение включаются отдельными кнопками, путем их удерживания до состояния включения. Краткое нажатие любой из этих кнопок показывает остаточный уровень заряда аккумулятора. В случае простой зарядной станции в инструкции указано, что ее нужно заряжать не реже, чем один раз в 3 месяца для поддержания емкости аккумулятора, а также не хранить долго с разряженным аккумулятором. Упаковано надежно с помощью вспененного полиэтилена. Тут все как и с любой другой зарядной станцией. Выдает 230 вольт плюс-минус 5%. В реальности без нагрузки, в моем случае это 228 вольт. Имеет чистую синусоиду, частота 50 Гц. Выдерживает нагрузки до 500 Вт. На правой боковой стенке установлена одна розетка универсального типа, которую, скорее всего, можно заменить. Кроме напряжения 230 вольт, на лицевой стороне есть 4 разъема DC5521 на 12 вольт с суммарной нагрузкой 48 Вт, что, как выяснилось, даже больше, чем нужно стационарному компьютеру, в случае, если вы захотите запитать его от 12 вольт напрямую. Также на лицевой панели есть один USB Type-C и два обычных USB порта. Type-C и один USB порт могут выдавать 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера и 12 вольт 1,67 ампера, то есть до 20 Вт на порт. А еще один порт USB работает только в режиме 5 вольт 3 ампера. В отличие от зарядных станций, которые были ранее на обзоре, здесь не несколько аккумуляторов, которые собираются в схему для более высокого напряжения, а один напряжением 3,2 вольта с рабочим диапазоном напряжения от 3 до 3,65 вольта. Поэтому как инвертор переменного тока, так и DC-преобразователи с USB-портами повышают напряжение до нужного именно с 3,2 вольта. Это очень важный нюанс, что в DC-портах 5521 напряжение всегда после преобразования, а значит не зависит от того, полностью заряжен аккумулятор или почти разряжен. И это напряжение составляет 12,3 вольта без нагрузки. Наконец-то мне попалась зарядная станция, у которой написано 12 вольт, и реально это именно 12 вольт, а не что попало, как во всех других случаях. Это в свою очередь позволяет не докупать сторонних стабилизаторов напряжения, так как 12 вольт весьма универсальное низковольтное напряжение. Встроенный аккумулятор может обеспечить ток разряда более чем в 100 ампер. На коробке емкость аккумулятора указана как 280 ампер-часов, а в инструкции 314 ампер-часов. За истину предлагаю принимать именно ту информацию, которая указана на самой зарядной станции. Правда, именно про емкость на самой зарядной станции не написано ничего. В общем, исходя из времени заряда, где-то такой же у него и ток заряда на практике, что и подтверждается инструкцией, в которой указан ток заряда от 1 до 120 ампер. Эта зарядная станция может работать в качестве ИБП, причем если другие зарядные станции, как правило, имеют рабочее напряжение от 200 до 240 вольт, то здесь этот диапазон от 120 до 280 вольт, что означает, что заряжаться эта станция сможет практически при любых раскладах. Кстати, да, китайцы несколько раз в инструкции написали в разных частях инструкции разную информацию по одному и тому же вопросу. Так, про границы входного напряжения я также нашел информацию, что она от 90 до 280 вольт. Проверить реальность параметров у меня технической возможности нет, негде взять такое низкое напряжение. Поэтому, как и предложил ранее, наиболее точной считаем ту информацию, которая указана на станции, то есть от 120 до 280 вольт в данном вопросе. Время переключения на работу от батареи до 20 миллисекунд. После полного заряда станция потребляет около 1,5 Вт электроэнергии.
После полной зарядки ток от розетки протекает через станцию, которая переходит в ждущий режим, работая в качестве ИБП, ожидая возможного отключения электричества. Вентиляторы в таком случае не вращаются. От сети зарядная станция от полностью разряженного состояния заряжалась около 3 часов. Это время может быть немного разным в зависимости от напряжения в сети. Если 230 вольт, зарядится чуть быстрее, чем если будет 210 вольт. Заряжаться станция начинает сразу, как только она подключается к розетке, либо, если она уже была туда включена, то как только электричество появляется в розетке. При этом индикация уровня заряда будет соответствовать накопленному заряду. Так, если станция была полностью разряжена, то мигать по кругу будут все диоды. Если станция наполовину зарядилась, то первые 2 диода будут гореть, а еще 2 диода будут мигать по очереди, как будто бегущая строка. И так, пока не зарядится полностью и процесс заряда не остановится, что будет видно по индикации. Все 4 диода, которые показывают уровень заряда, будут просто гореть, а вентиляторы отключатся. Потребляет во время заряда около 460 Вт, а за цикл полного заряда потребляет около 1300 Вт. Очевидно, часть энергии теряется на преобразованиях напряжения и на работу собственных нужд. Например, те же вентиляторы явно жужжали не за просто так. В случае, если оставить зарядную станцию включенную в розетку, то при подаче электричества станция сама начнет заряжаться, а после завершения заряда сама отключится, оставив в работе лишь 4 светящихся светодиода, отображающих уровень заряда. Кроме заряда от сети предусмотрен заряд от солнечных батарей, либо внешнего блока питания, либо стороннего аккумулятора через разъем XT90. На такой случай установлен рабочий диапазон напряжения от 11 до 55 вольт постоянного тока, значением не более 10 ампер и мощностью не более 300 Вт в час. То есть, если напряжение будет подаваться 55 вольт, то соответственно ток не должен превышать 5 ампер, а значит время заряда станции будет точно дольше, чем от сети в любом случае. Если у вас есть аккумулятор на 12 или 24 вольта, то для него таким образом можно использовать инвертор станции. Но заряжать такой аккумулятор придется отдельным зарядным устройством. В формате заряда постоянным током не могу сказать, будут ли работать вентиляторы. Не могу не рассказать про работу вентилятора, точнее 2 установленных вентиляторов, о которой много написано в отзывах. Сами вентиляторы имеют длину грани 6 см. Когда только вентиляторы впервые включились, я подумал, что ничего необычного нет, так как сначала они начинают работать не на максимальных оборотах. Но когда они стали подходить к 3-й космической скорости, то я необычное все же заметил. Они действительно шумят сильно и необычно, что-то похожее на мощный пылесос. К сожалению, через видео объективно это понять не получится. Мне кажется, что если зарядная станция будет стоять в комнате, то как минимум соседи через стенку ее услышат. Особенно, если процесс работы будет происходить ночью, когда вокруг максимальная тишина. Однако, только из-за этого я бы не стал негативно относиться, чем меньше вентилятор, тем больше от него шума, а точнее от воздуха, который проходит через такой вентилятор. Моя зарядная станция Ugreen тоже при максимальной скорости заряда шумела не слабо. Но есть нюанс, там вентилятор шумел и из станции выходил горячий воздух, а здесь воздух ледяной, даже когда в комнате плюс 24. А здесь еще и полностью металлический корпус явно остывает быстрее, чем пластик, из которого делают корпуса большинства зарядных станций. Да и вентилятора сразу 2. Делаю вывод, что эти вентиляторы в таком режиме работают на всякий случай. На мой взгляд, это значит, что их можно либо замедлить, например, с помощью резистора в разрыв цепи, либо заменить на более медленные и менее шумные. И это не принесет негатива в рабочий процесс зарядной станции. В отзывах на AliExpress пишут о замене вентиляторов, в частности фирмы Noctua, но мне кажется, это перебор, глядя на их цену. Можно обойтись вариантом и попроще. Возможно, я этим позже займусь. Работают вентиляторы даже на холостом ходу. Правда, включились не сразу, а через 22 минуты. Также выключались через пару минут, а затем снова включались через какое-то время. И в таком временном соотношении вентиляторы будут включаться и выключаться при подключенной нагрузке примерно до 50 Вт. При нагрузке мощностью в диапазоне от 50 до 100 Вт вентиляторы будут работать в режиме 7 минут простоя, на которые будут приходиться 2 минуты работы. При большей чем 100 Вт нагрузке, как пример в моем случае, когда я нагрузил до 120 Вт, будут работать постоянно, то есть тишины не будет. Как и в случае с зарядом, скорость вращения вентиляторов может быть разной.
Но, как и в случае с другими зарядными станциями, вентиляторы работают только когда работа хоть как-то связана с напряжением 230 вольт, будь то работа инвертора или заряд самой зарядной станции. Но если работает только блок постоянного напряжения, а именно USB-порты или DC5521 или одно и другое, то вентиляторы в таком случае не вращаются вообще. Поэтому, кроме экономии заряда аккумулятора, получение тишины может стать дополнительной мотивацией к переделке работы компьютера или ноутбука через эти разъемы. Если, конечно, мощность подключаемого устройства не превышает возможностей блока постоянного напряжения зарядной станции. А если еще выйдет так, что от внешнего блока питания вентиляторы не будут работать, то выйдет полностью бесшумный вариант работы. Работа со станцией через приложение не предусмотрена. Все управление сводится лишь к кнопкам на лицевой панели. При подключении холодильника станция сразу же отключается. Очевидно, что пусковой ток холодильника превышает возможности станции. Это ожидалось заранее, так как возможности инвертора станции указаны сразу в описании. Это лишь констатация факта, что холодильник сюда подключить не получится. Без претензий, так как это было понятно до покупки. Естественно, также не получится подключить микроволновку, стиралку, фен, духовку и все, что не просто превышает, а очень сильно превышает 500 Вт. Но для компьютера это супер вариант. Мои зарядные станции Ugreen и Oukitel выдавали лишь половину емкости от установленного аккумулятора при работе через встроенный инвертор, а эта станция выдала 85%. Естественно, разряжена она была не в полный ноль, чтобы не травмировать аккумулятор. Сама станция в любом случае отключается, когда еще какой-то процент заряда аккумулятора есть. То есть на самом деле КПД еще выше полученного значения. Уровень заряда отображается в виде 4 светодиодов. Отключение каждого светодиода соответствует потреблению около 200 Вт-час энергии. В результате разряда от полностью заряженного состояния до полного отключения станция отдала около 850 Вт-час энергии при подключенной нагрузке около 120 Вт за 7 с небольшим часов. И еще до начала теста емкости минут 40 я тестировал без нагрузки. В конце, когда разряд почти закончился, последний светодиод при такой нагрузке мигал еще около часа, а сама станция успела выдать около 100 Вт. То есть получается, первые 3 диода будут отключаться после отдачи приблизительно 200 Вт, а последний диод будет первые 100 Вт гореть, а еще около 100 Вт мигать, показывая уже совсем остаточный заряд. Таким образом, последний диод начнет мигать, когда доступной емкости останется 10%. Жаль, что нет какого-то ненавязчивого звукового уведомления, когда остается энергии на 15-20 Вт. После использования доступной емкости станция просто отключается. Касательно нагрузки на практике, в отзывах пишут, что 350 Вт тянет без проблем. Я же, подсобрав различные приборы небольшой мощности, постепенно нагрузил зарядную станцию на 430 Вт. Дальше мне просто нечего было подключать. С любым другим прибором нагрузка уже выходила за 500 Вт. Но полученный результат в 430 Вт также считаю отличным. Все, что я хотел бы потенциально сюда подключить, легко подключается. Причем не поодиночке, а вообще все сразу. Компьютер с монитором потребляет около 50 Вт, одна лампа до 10 Вт, мой коврик для подогрева сиденья еще около 10 Вт, электрический коврик для обеспечения тепла ногам, когда сижу за столом, еще около 25 Вт. Следите за акциями от AliExpress, получайте купоны и покупайте на честный 1 кВт-час с высоким КПД инвертора, благодаря которому можно выжать 85% емкости аккумулятора, да еще и с настоящей функцией ИБП. Ничего подобного в местных магазинах по такой цене не найти. К этому можно добавить быструю доставку, так как товар находится в Украине. По крайней мере так было, когда я заказывал свою зарядную станцию. По типу исполнения эта зарядная станция мне напоминает продукцию фирмы Соко. В них также используются аккумуляторы 3,2 вольта, металлический белый корпус, идентичные DC разъемы и другие характеристики. Мне кажется, что подмеченные мною совпадения не случайны. Универсальная розетка может быть заменена, о чем было сказано ранее, но и из универсальной розетки вилка не выпадает. КПД инвертора у этой зарядной станции оказался куда более высоким, чем у других моих зарядных станций, у которых сам инвертор потреблял не менее чем подключенный компьютер. Считаю, что для компьютера, роутера, освещения, телевизора, вентилятора это просто идеальный вариант. Низкая цена, быстрая доставка, современный аккумулятор, КПД инвертора, надежный корпус, емкость, наличие большого количества разных по напряжению разъемов – это все несомненные плюсы этой зарядной станции. Шум от вентиляторов – решаемая, а значит несерьезная проблема. Но и без модернизации системы охлаждения можно обойтись. В момент заряда поставил станцию на кухне и до комнаты, где я обитаю, 3 двери, не самых звукоизоляционных.
В таком случае меня работа вентиляторов не напрягает. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!